Всем привет! Кто меня не помнит, меня зовут Татьяна Юрьевна. Мы сегодня поговорим про инфекции, конкретно про инфекционный перитонит кошек, про методы лечения, можно ли его лечить и как правильно его диагностировать. По определению, инфекционный перитонит это один из самых распространенных вирусных заболеваний. В большинстве случаев приводит к летальному исходу, даже не в большинстве случаев, в 99%. Так считалось до недавнего времени, сейчас есть методы лечения. Вызывается кошачьим коронавирусом, который мутирует. Впервые был описан в 1963 году. Инфекционный перитонит, повторяюсь, вызывается именно коронавирусом, который принадлежит к семейству коронавиридае. Это оболочный РНК, содержащий вирус, который имеет на поверхности выросты в виде шипов и напоминает корону. У коронавируса есть два типа, которые могут вызывать этот инфекционный перитонит. Еще раз, коронавирусная инфекция, она имеет всемирное распространение, то есть она по всему миру, болеют абсолютно все кошки. В подавляющем большинстве случаев он протекает бессимптомно, это именно коронавирус, не инфекционный перитонит, но может также протекать симптоматика, это желудочно-кишечные повреждения, даже однократный понос в жизни кошки может иметь место коронавирусу. То есть, если спрашивать у питомцев, хоть когда-нибудь болел коронавирусом, они вам говорят нет, задается вопрос, а когда-нибудь была диарея? Это вполне возможно, может быть он. ФИП вызывается этим вирусом, подвергнувшись мутации. Мутация происходит на фоне какого-то стресса, может происходить, на снижение иммунитета, генетический фактор имеет место быть. Также есть исследования, когда вы лечите коронавирус, именно диарею, и назначаете иммуномодуляторы, филиферон, ранколикин. Это может спровоцировать к образованию данного заболевания. Поэтому лучше иммуномодуляторы как-то избегать. Так, как правило, этим вирусом болеют кошки, которые скученность большая, то есть это какие-то приюты, либо многокошковые дома. Домашние кошки единично они также болеют, но в меньшем случае. По предрасположенности породным это чаще всего британские кошки, бирмы, бурмы. Ну, обычные тоже болеют, в принципе, но почему-то британцы приходят чаще. Пути передачи именно коронавируса – это орофекальный. Возможно содержание вируса в слюне, в моче и в слезной железе. Вирус сохраняется в окружающей среде до 7 недель. По возрастной предрасположенности чаще всего это кошки до 3 лет. Также встречаются кошки от 8 до 12. Ну, видимо, связано со снижением иммунитета. Тут сейчас посмотрим видео. Это видео патогенеза, как коронавирус мутирует и производит симптомы именно инфекционного перитонита. Итак, на этом видео показано, как коронавирус в моноцитах приводит к развитию клинических признаков инфекционного перитонита. Это кровь. Где-то в крови плывут макрофаги, лейкоциты, эритроциты и непосредственно сам вирус, вот этот вот зелененький. Коронавирус инфицирует моноцит в данный момент. То есть он его проникает. И этот инфицированный моноцит высвобождает цитокины, такие как фактор некроза опухоли альфа и интерлейкин-1. Эти цитокины стимулируют синтез эндотелиальных адгезинов. И когда инфицированный моноцит вступает в контакт с этими адгезинами, он приклеивается к эндотелию, вращается и
останавливается в итоге. Так, вращается, останавливается. Вот он остановился. Происходит взаимодействие между адгезинами на эндотелии сосуда с моноцитами. Моноцит высвобождает металлопротеиназы, фермент, который, в свою очередь, расширяет соединение между эндотелиальными клетками. Вот в данный момент он расширил, и что позволяет происходить диэпидезу клеток и утеканию плазмы через эти клеточки. Здесь моноцит превращается в активированный макрофаг, такого зверя некрасивого, который, в свою очередь, тоже высвобождает провоспалительные цитокины, что способствует синтезу еще большего количества адгезинов, привлекая еще больше моноцитов. Это не моноциты. В дальнейшем нейтрофилов привлекают. И еще позже лимфоциты. Эти клеточки совместно формируют периваскулярную пиогранулему, которая является характерным поражением для инфекционного перитонита. Эти клетки пиогранулемы высвобождают провоспалительные цитокины и хемокины, которые привлекают еще больше моноцитов, которые, в свою очередь, высвобождают много металлопротеиназ и разрушают соединения между эндотелиальными клетками, что приводит к утеканию плазмы и развитию выпотов в полостях, которые, в принципе, в большинстве случаев при инфекционном перитоните мы находим. Как-то так. Клинические признаки. Инфекционный перитонит, он имеет 4 формы заболевания. Это выпотная влажная, невыпотная сухая, глазная и неврологическая форма. При выпотной форме ФИП мы находим наличие в полостях тела выпот янтарного цвета, как правило. Это может быть находиться в брюшной полости, в грудной, может быть в перикарде. Какие-то некротические повреждения органов можем находить, отложение фибрина на стенках полостей, желтушность оттенка слизистых кожи, температура тела может быть перемежающаяся, может быть постоянная температура, это, как правило, 40 и выше. Без лечения это приводит к гибели питомца. По литературным данным, гибель наступает через 3-6 месяцев с момента первых симптомов, но на практике, мне кажется, это, как правило, недели 2-3, максимум 4. Вот так выглядит выпотная форма, то есть мы аспирировали жидкость, она вот такого янтарного цвета, желтого, и на УЗИ тут свободная жидкость в брюшной полости. Сухая форма, она протекает с теми же симптомами, как правило, но без выпота. То есть ее достаточно сложно диагностировать. На УЗИ мы можем найти какие-то характерные признаки. Это может быть лимфоденит, может быть повреждение печени, почек, поджелудочной железы, может быть также неврологические отклонения, глазная форма. Это не значит, что это обязательно у вас инфекционный перитонит, нужно обязательно провести диагностику, чтобы исключить другие заболевания. Как правило, это также иктеричность, гипертермия, отказ от еды и так далее. При неврологической форме ФИП это характеризуется повреждением центральной нервной системы. Как правило, болеют кошки до 2 лет в большинстве случаев. Поэтому, если к вам приходят кошки молодые с судорогами, с какими-то парезами, параличами, атаксией, то следует задуматься именно про это заболевание.
На данном видео у нас котенок с инфекционным перитонитом поврежденным. Это неврологическая форма. Достаточно уже в тяжелом состоянии котенок поступил, уже приехал к нам из Тюмени, приехал уже в коме. Прожил он недолго у нас, несколько часов. На видео видно, что он желтенький, у него на УЗИ был выпад, судороги в течение 2 месяцев. Началось все с легкой атаксии. На втором видео у нас бенгал, также с атаксией, тоже с подтвержденным инфекционным перитонитом. Ну, бенгала вылечить успели. На самом деле неврологическая форма, она достаточно долго может протекать, может заболевание длиться как неделями, месяцами и даже годами. Недавно была кошка на приеме, у нее симптомы в течение 1 года прогрессируют. Ну, в конце концов, он пришел в тетрапорезе, ну, подтвердили тоже инфекционный перитонит. Так, офтальмологическая форма ФИП, она характеризуется офтальмологическими симптомами. Это чаще всего увиты, кератиты, повреждение сетчатки, паноэфтальмит. То есть может протекать чисто с поражением глаз. Лабораторная диагностика – это анализ крови. В общем крови мы можем увидеть неспецифический лейкоцитоз, лимфопению и анемию. В биохимическом анализе крови должны обратить внимание на соотношение альбуминов и глобулинов. Если посчитать это соотношение, считается, что при ФИП соотношение должно быть меньше 0,4. Если от 0,8 до 0,4 это возможно ФИП, если выше 0,8 соотношения, ну, вероятнее нет. Также в биохимии наблюдается повышение билирубина. Анализ выпадной жидкости берется при выпадной форме. Мы должны провести цитологическое исследование. Это должен быть асептический выпад. То есть если вы в цитологии нашли какие-то бактерии, то вряд ли это инфекционный перитонит. Следует задуматься и подумать. Также в выпаде будет очень много белка, больше 30 грамм на литр. Если белка крайне мало, то это тоже вряд ли ФИП. Также выпад, если у вас какой-то гнойный, геморрагический, тоже вряд ли ФИП, если, конечно, в геморрагическом вы не повредили сосуд при аспирации. Это должен быть такой желтоватый, зеленоватый оттенок. Выпад также проверяется по тесту Ревальта. Берется капелька выпада и капается в уксусную кислоту. При положительном тесте капля будет зависать, либо медленно спускаться. При отрицательном тесте капелька она полностью растворится и видна не будет, ну, вот как на картиночке. ПЦР-диагностика – это берется выпад. Часто приходят с ПЦР-диагностикой коронавируса энтерального и говорят, что у нашего котенка ФИП. На самом деле это не так. Энтеральный ПЦР на коронавируса – это не значит, что это ФИП. Поэтому нужно брать именно из каких-то других, так скажем, мест. Это либо выпад, либо это спинномозговая жидкость, если мы говорим про неврологическую форму, либо это внутриглазная форма, если мы говорим про офтальмологические повреждения, про глазную форму. Вот и все. То есть если вы находите коронавирус там, где его не должно быть, а должен он быть только в кишечнике, значит, это вероятнее уже мутировавший вирус. И есть еще такой анализ альфа-1 кислый гликопротеин. Его в России, насколько знаю, не делают, делается только в Европе. Там завязано все на белках. То есть при воспалительных процессах белки очень повышены. Вот этот гликопротеин, он должен быть выше 1,5 грамм на литр. Он считается специфическим для инфекционного перитонита. Также визуальная диагностика. Добавляем плюсики к инфекционному перитониту. Это обнаружение выпада в брюшной, грудной полости, в перикарде, увеличение лимфатических узлов, повреждение почек. Это чаще всего кортикомедулярная кайма. Когда вы делаете УЗИ, она такая прямо яркая, беленькая. И другие неспецифические повреждения внутренних органов. И золотой стандарт диагностики считаются
иммуногистохимия пораженных тканей и органов. Выявляют, как правило, васкулярные и переваскулярные поражения. Также можно гистологически подтвердить диагноз, то есть если коронавирус сидит, допустим, в печени, можно взять гистологический образец и найти этот вирус там. Это тоже будет считаться, что это инфекционный перитонит. Тонкоигольная биопсия, она не работает. Так, методы лечения. У нас два подхода к методу лечения ФИП. Это иммунный ответ, модификация иммунного ответа, преднизолон мы чаще всего назначаем, и прямое ингибирование репликации коронавируса. Позже сейчас расскажу, что это. Также это симптоматическая терапия, то есть если у вас выпад в грудной полости, понятно, что это будет усложнять дыхание питомца, нужно будет его аспирировать. В брюшной полости аспирируется, когда прямо уже тоже поджимает, так скажем, на диафрагму. Иммунный ответ мы немножко загашаем преднизолоном. Чаще всего, как я вам говорила, при инфекционном перитоните развивается анемия, она развивается аутоиммунная, поэтому преднизолон тут имеет место быть. Если анемия достаточно серьезная, понятно, что это будет переливание крови. Итак, из терапии. В большинстве случаев многие врачи уже знают, что есть препарат, это GS. Он запатентован компанией в Соединенных Штатах. Торговое название Рендемизир. Его нету, он нелегальный, то есть его обычно поставляют китайцы, это китайские аналоги, но нелегально поставляют, то есть он не продается, так скажем. Есть таблетированная форма, есть инъекционная форма. Лечение занимает минимум 12 недель, это 84 дня. Неврологическая форма, она дольше лечится. Ну, в принципе, там по ситуации. Вы во время лечения каждые 2 недели должны перебирать анализы крови. Это общий анализ, биохимический анализ и отслеживать УЗИ, если у вас там был какой-то выпад, на наличие выпада. Как правило, вот эти уколы, инъекции работают уже на 3-й день. По моей личной практике, буквально на 3-5 день выпада брюшной полости уже нету. В биохимии, когда мы заканчиваем лечение, мы должны четко убедиться, что соотношение альбуминов и глобулинов пришло в норму по общему анализу, что нет никаких отклонений в виде лейкоцитоза либо анемии. Итак, схема лечения таблетированной формы. Здесь я расписала несколько названий таблеточек и их дозировочку. При выпадной форме мы назначаем 7-8 мг на килограмм, при сухой глазной 9-11 и неврологическая форма 12-13. Это суточная доза, в таблетках мы ее делим на 2 приема обязательно. Есть и другие названия таблеток, но я написала самые такие ходовые, так скажем. Лучше начинать с инъекционной формы всегда. Таблетки, они подешевле, их можно будет после стабилизации питомца начать принимать. Если питомец изначально не умирает, так скажем, более стабильный, то, в принципе, можно и с таблеток начинать. Но уколы более быстро начинают действовать. Итак, инфекционные лечение инъекционной формы. Из названий это Spark Immution. В большинстве случаев концентрация в препарате 15 мг на миллилитр. Мьюшин, наверное, тут ошибка, тут не 1,7 мг на миллилитр, а 17. Дозировки практически те же самые, но ставятся однократно. Инъекция достаточно болезненная, питомцы ее очень плохо переносят, поэтому нужно прям фиксировать питомца во время инъекции. Ставится он подкожно. Не рекомендуют ставить в область холки и в область коленной складки, ставится вдоль спины. Причем точка не должна быть одна, вы должны в разные точки постоянно ставить, чтобы не образовалась капсула, иначе препарат не будет действовать. Также есть таблетки наши российские, эспиравир называются. Это российский аналог GS. Этот препарат предназначен для ковида, для наших людей от ковида. Ну, провели исследования, что эти таблетки для инфекционного перитонита тоже достаточно хорошо работают.
Это капсула по 200 мг. Дозировки я указала. Это выпадная форма 6-10 мг на килограмм, сухая неврологическая и глазная 10-15. Дается 2 раза в день. То есть это не суточная доза, это именно на 2 раза в день. Работает тоже достаточно хорошо, но опять же, если питомец тяжелый, лучше начать с инъекции хотя бы 2 недели и потом перейти в таблеточки. Стоит этот препарат от 6 до 12 тысяч, и хватает его на весь курс лечения, еще и остается, потому что, ну, кошки, они не весят там по 30-40 килограмм, и этой капсулы достаточно на несколько дней. И буквально я вчера обнаружила новый препарат Corona Cat, который впервые лицензированный в Европе, то есть он уже поступает в продажу, ну, наверное, до России не знаю, когда дойдет. Это чисто уже ветеринарный, вот это вот GS-очка. Дозировка 10 мг в миллилитре, насколько мне известно, я нашла в 1 миллилитре находится 10 мг, то есть во флакончике. Выпадная форма 5-6 мг на килограмм, сухая 8 мг, неврологическая 12, окулярная 10 мг на килограмм. Это 1 раз в день, ставится также подкожно, но безболезненный. Это его плюс. По стоимости средняя цена 3 500. Я вчера примерно посчитала. Дорого получается на весь курс. Если кошка 5 килограмм весит, флакончика хватает, получается, на 2 дня буквально. То есть это порядка 200 тысяч будет курс лечения. Поэтому таблетки дешевле. Таблетки за 6 тысяч можно купить. Вот, ну и получается так, что ФИП это не приговор. В большинстве случаев он вылечивается, если задаться целью. Все, спасибо.